Всем доброго времени суток! Сегодня мы решили рассказать вам, с какими трудностями мы столкнулись после переезда в Польшу. Сейчас, по прошествии почти 2 лет, многие из них уже воспринимаются с юмором и улыбкой, но тогда было не до смеха. А пока мы будем рассказывать. Предлагаем вам немного прогуляться с нами по набережной Вислы и улицам центра Кракова. Прежде чем мы начнем, если вы еще не подписаны, подпишитесь на наш канал и нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить выход новых видео. Отсутствие частых встреч с родственниками и друзьями. Наверное, это самая первая и самая большая трудность, с которой сталкиваешься при переезде в другую страну. Несмотря на современные средства связи, звонки и видео все-таки не заменят живого общения и личного присутствия человека. Конечно, всегда можно съездить в гости и со всеми увидеться, но расстояние все-таки играет свою роль. Съездить в другую страну – это абсолютно не то же самое, что съездить в соседний город. Поездка становится и длиннее, и сложнее, и очень затратной финансово. И если тебе самому не нужны визы и приглашения, то родным и друзьям без них совершенно никак. И это для них новые трудности и расходы. И, естественно, говорить о частых визитах в этом случае не приходится. Переезд сопряжен с бумажной волокитой, как до, так во время и, соответственно, после самого переезда. Часть документов и процедур характерна только для иммигрантов, и местные люди с ней не сталкиваются и, соответственно, не могут посоветовать и как-то помочь в этой ситуации. Везет, если специалисты от фирмы могут помочь и как-то проконсультируют, или фирма обращается в какое-то специализированное бюро, в котором есть консультанты, помогающие оформить эти документы. Или, например, у вас есть друзья, которые уже через это проходили, и у них есть опыт, и они могут подсказать, как решить эту проблему. Справедливости ради, надо сказать, что в Польше с документами проще. По крайней мере, мне так показалось, может, это субъективное мнение. Всегда есть список документов, которые нужно приготовить, требования к ним, и если ты приходишь совсем готовым, навряд ли кто-то у вас попросит что-то экстра, что-то, чего не было в списке. То есть правила понятны. Ты знаешь, что тебе нужно сделать, чтобы получить искомый результат. В России у меня, например, бывали ситуации, когда вроде бы ты подготовил все документы, которые должны быть, но там чиновники иногда просили что-то еще дополнительно сделать, какую-то справку или что-то еще такое. Здесь я пока с таким не сталкивался. Сложно воспринимать цены в злотах. Кажется, что это такая небольшая, несущественная проблема, но когда ты идешь в магазин, ты понимаешь, что ты абсолютно не ориентируешься, дорого это или дешево. И постоянно приходится все цены пересчитывать в рубли, чтобы понять вообще, сколько денег ты потратишь, есть ли у тебя эти деньги. И это очень сложно, потому что ты, по сути, делаешь лишние действия, которые тратят твое время, вгоняют тебя в какой-то стресс. Но, к счастью, довольно быстро ты привыкаешь к новым реалиям, и уже все эти лишние действия и пересчеты отпадают. У Жонди не говорят на английском, только польский. Это был один из первых моих таких, наверное, серьезных стрессов, когда я оформлял номер песель. Мой друг, который давно живет в Польше и помогал мне до этого, в этот раз был занят и не смог со мной пойти в Ужонт. Я попал к пане, которая сказала примерно следующее: «То jest urząd polski, и пан muszę mówić po polsku». Это сейчас я бы, наверное, ответил, что «А jak ja mogę mówić po polsku, kiedy jestem w Polsce tylko pierwszy miesiąc?» Но тогда я знал только «Cześć», «Proszę» и «Dziękuję». Я не считаю, что сотрудники Ужонда должны говорить на еще каких-то иных языках, кроме польского, но сама ситуация, думаю, вы согласитесь, немного забавная.
В моем случае все хорошо разрешилось, мне помогли в итоге и объяснили, какие пункты я должен заполнить в документе. В следующий раз, когда я был в этом ужонде, уже я помогал своей супруге получать петельный номер, а потом еще мы вместе помогали нашим друзьям. Социализация ребенка. Переезд в другую страну, в другую языковую среду вместе с ребенком добавляет тебе новых переживаний. И хотя ты до этого читаешь опыт других людей, и почти всегда они говорят, что детям намного легче адаптироваться к новым условиям, все равно тебе кажется, что могут быть трудности. Конечно, очень много зависит от возраста, и чем старше ребенок, тем сложнее. Со школой, например, все совсем не то же самое, что с детским садом. Наша дочка пошла первый раз в детский сад именно в Кракове. Сейчас она уже общается с детьми и воспитателями на польском. Иногда может сказать что-то по-русски, если не знает этого слова, но похоже, что переживаем и волнуемся в этой ситуации только мы с мужем. Аренда квартиры. В одном из предыдущих видео мы уже немного говорили про съем квартиры. Лично для нас ситуация здесь, в Кракове, выглядит лучше, чем в Москве. Я до сих пор помню, как мы искали там жилье. Во многих объявлениях хозяева квартир прямым текстом указывают, что они сдают свое жилье только людям со славянской внешностью. У меня не славянская внешность. И поэтому нам приходилось просить нашего друга, который уже жил на тот момент в Москве, чтобы квартиру подбирал именно он. Мой друг до сих пор мне частенько припоминает то, как в лифте на меня смотрел риэлтор, когда мы уже ехали подписывать контракт. Тем не менее, то, что теперь мы живем не в своей квартире, накладывает ограничения и обязанности. Это особенно заметно, если перед этим ты жил в своем собственном жилье и была свобода действий и в принятии решений. Теперь нужно выстраивать отношения с другим человеком, с хозяином квартиры. Нужно быть пунктуальным с оплатой арендной платы, соблюдать установленные им правила. Оформление карты в банке. Сейчас это уже не кажется чем-то сверхсложным, но то, что делать это приходится тебе в первый месяц после переезда, превращает все в один большой стресс. По сути, процедуры не очень отличаются, и чего-то совершенно другого в польских банках нет. Но тебе нужно уделять внимание деталям, придумывать пароли, не допускать ошибок, заполнять документы, и все это касается твоих финансов, то есть очень важно. Поэтому, когда ты знаешь польский только на начальном уровне или делаешь все это на английском, который для тебя тоже не родной, все это превращается в настоящее испытание. Трудно выходить из дома на улицу. Первое время на новом месте все незнакомое, и дом, в котором ты живешь, воспринимается как крепость, как место, где все понятно, стабильно, а за его пределами настоящая terra incognita. Все это приводит к тому, что первое время тебе очень трудно выходить из дома, и к этому нужно прям морально готовиться, потому что каждый выход из дома – это как отдельная разведывательная миссия на неизведанную землю. Плюс к этому добавляется боязнь того, что с тобой кто-то заговорит, а ты можешь не понять, о чем тебя спрашивают. В этом, конечно, нет ничего страшного, но кому нравится оказываться в глупом положении? Отсутствие привычного ассортимента продуктов. Всегда интересно и здорово пробовать что-то новое, блюда других стран. Но очень быстро понимаешь, что это здорово в путешествии, но не в повседневности. Когда готовишь еду на каждый день, хочется привычного, понятного, того набора продуктов, из которого ты привык готовить. Конечно, со временем ты находишь то, что тебе нравится, то, что похоже, какие-то аналоги. Но первые месяцы на кухне ты как будто каждый раз заново изобретаешь велосипед. Разговор по телефону.
Мы уже вскользь касались этого вопроса в одном из наших видео про польский язык. Самым сложным из видов коммуникации становится разговор по телефону, потому что собеседник не видит вашу реакцию и не сразу может сориентироваться, что его не понимают. А если попросить говорить медленнее, то это помогает на пару предложений, а потом человек возвращается к своей привычной скорости. Также нельзя дополнить свою речь жестами или быстренько поискать в телефоне нужное слово. Все это приводит к тому, что ты стараешься перестроить свою жизнь так, чтобы телефонных разговоров было минимум, а если этого нельзя избежать, то хотя бы быть их инициатором, чтобы морально настроиться и подготовить план. Если понравилось, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии и рекомендуйте видео друзьям. До встречи!